Ехали в какую-то безумно милую деревню. Можно подзарядить свою яхту. Дома выглядят как 3 дерева. Здесь все просто, ясно, недорого, ничего лишнего. Это одна из главных достопримечательностей нашей деревни. Памятник Мэрилин Монро. Мы у моря! Пока мы ехали в нашу рыбацкую деревню, проезжали в какой-то деревушке школу. Давайте посмотрим, как выглядит деревенская школа. Ну, во-первых, тут есть большая парковка. И на парковке есть 2 станции для зарядки электромобилей. Давайте теперь посмотрим на архитектуру самой школы. Здесь большая парковка для велосипедов и вот таких вот электросамокатов. Вообще на парковке стоит всего одна машина, чья-то, видимо, директора. Все остальное велопарковки, все велосипеды, вот какие-то скутеры. Здесь автобусная остановка. Вот большая зона для роликов и скейтов. Школьники идут в каких-то непонятных костюмах. Все в комбинезонах, в плащах. Смотрите, в какую одежду школьники здесь одеваются. И, собственно, вот так вот выглядит здание школы. Так, вот это была деревенская школа в Норвегии. И ужасный, просто ужасный ветер. Ехали в какую-то безумно милую деревню. Сейчас пойдем по ней гулять. Которые нас опять угостили. Поели вкусненько. И сейчас идем гулять по деревне. Хорошо, что нет дождя. Попробуем выйти к океану. Здесь река, на которой стоят домики. И говорят, что по этой реке лосось тут у нас мигрирует. Но сейчас его здесь нету, но вообще тут можно встретить лосось. Смотрите, как стоят домики, прямо над водой свисают на скалах. Очень красиво. Уличная библиотека. И вот там что-то можно спуститься к воде. Давай попробуем. Давай. Ты первый или я? Там закрыто, Лен, нет, видишь? Туда не пускай, давай не будем. Нарушать законы. Угу. Видишь, нам здесь не повезло с погодой, потому что когда здесь другая погода, посмотрите, как круто вот это все смотрится. Вот прямо хоть еще раз сюда возвращайся. Какая тут вот красота. Вот здесь река впадает в океан. Вот там уже океан, волны. Сейчас мы туда пройдем, посмотрим. Здесь вот последние домики. Открывай кладбище. Приехали на кладбище. Страшный ветер и красивое кладбище. Смотрите, какой газончик. Повсюду кресты. Мы сейчас хотим дойти еще до моря посмотреть. Погода нас, конечно, не балует. Тут написано, что впереди говно, что впереди грязь. Но мы можем вот по этим камням перейти, Лен. И дойдем до моря с чистыми. Нормально. Давай, давай. Куда мы идем, Лена? Блин, мы тут сейчас убьемся. Так. Ничего, не бойся. Ты еще ребенок, на тебе все быстро заживает. Вертолет вообще боком летит, там ветер сильный, видимо.
Да, хорошо, что мама не видит, как мы здесь с тобой идем. Так, мы подходим к морю. Погода так себе. Я думаю, купаться не будем сегодня, хотя очень хочется искупаться. Но, наверное, сегодня купаться не будем. Наконец-таки мы дошли до моря. Мы пойдем дальше. Пойдем купаться. Вон, пойдем туда, к пене. Да. Лен, осторожно, он скользкий, может быть, камень. Вот этот, который сухой, нормально. А вот эти, видишь, они покрыты грязью, они скользкие. Вот надо по сухим. О, Лена, смотри-ка. Как снег. Лен, ты сейчас там упадешь. Не надо, Лен. Посмотри на меня. Мы у моря. Теперь нам надо отсюда как-то выбраться. Из этих камней. Да. Ну что, пойдем теперь. Это город Хёугесун, где живет порядка 40 тысяч человек. Вот так вот здесь красиво, порт. У нас прямо отель на берегу, находится в порту. Сейчас пойдем посмотрим на лодочки, на всякие промышленные здания. Нам повезло, сейчас не идет дождь, и вроде даже есть на небе просветы, что большое счастье. Ну и самый кайф, то что стоят, видите, такие кораблики, при этом это не туристические, а какие-то вот рыболовецкие, либо еще какие-то небольшие суда. То есть сохранилась такая вот атмосфера портовая, чего часто не хватает во всех этих реконструированных бывших портовых территориях, когда все приходят всякие хипстеры, все сносят, переделывают, делают какие-то модные кластеры, но вот атмосфера уходит. А здесь вон все еще есть старые домики, вон обветшавшие, склады какие-то. Это одна из главных достопримечательностей нашей деревни, памятник Мэрилин Монро. А ей стоит здесь памятник, потому что считается, что ее отец был отсюда. Почему одна нога в каблуке, а другая? А вон она сняла одну туфлю, Лен. Вон. Угу. Не надо воровать туфлю, Лен. Пошли. Вот у нас здесь такая набережная, вдоль которой пришвартованы различные суда, в основном яхточки. Тут вот есть зарядки, где можно подзарядить свою яхту. Ну, сама набережная довольно обычная, деревянные есть носилки, это клумбочки, лавочки, деревья. Все как сейчас везде в Европе делается. И вот мы дошли до центра. Центральная улица с каскадным фонтаном, и в конце какая-то церковь. Сегодня воскресенье, все закрыто, и город вымер. Ну, застройка так себе. В принципе, максимум сюда можно заехать, перекусить или переночевать и поехать дальше. Всех красивых видов обойти хватит полчаса. А вот такой вот здесь городской люк. Вот смотрите, город, население 40 тысяч человек. Тем не менее, у них есть свой фирменный люк, который они везде используют. Вот 3 чайки наверху, это с герба. А эти 2 мужика, это вот они здесь стоят. Я не знаю, пока кто они, сейчас мы посмотрим. Но главное, видите, что они сделали свой люк. Зеленые номера на машине говорят о том, что здесь эта машина техническая, только 2 места. Вот если мы видим зеленый номер, значит, видите, только 2 кресла. А сзади кресел нет. Там какой-то багажник. А для них здесь действуют определенные льготы. Поэтому многие машины переделывают под 2 кресла. И узнать их можно по зеленым номерам. Поэтому, если видите, казалось бы, легковой автомобиль или какой-нибудь внедорожник с зеленым номером, то там только 2 передних сиденья будет. Вот здесь хорошо видно, как устроен задний двор у этих домиков деревянных. Видите, узкий деревянный домик. И вот с другой стороны такой вот задний двор. Ну, в данном случае они под мостом, и задний двор здесь используется только для парковки их технических нужд.
Возвращаемся в Ставангер. Опять паромная переправа. Заплатили за нее чуть больше 20 евро. Плата здесь идет за пассажиров. За взрослого, за ребенка. И я надеюсь, вот здесь такая большая очередь стоит. Надеюсь, мы поместимся на этот паром, и нам не придется ждать следующего. Ну, заодно сейчас проверим вместимость его. О-оу. Начали запускать, и кто был правее, все поперлись. Смотри, вот все, кто объезжает. А мы, как дураки, стоим. А что за дела? Это возмутительно. Лена, Да, не мы стояли в первой очереди, а они всех объехали и заезжают первые. Нормально, нормально, нормально. Ну, быстро, быстро. Ха! Все, нормально. Там еще есть мини-гараж. Да. Заехали на паром, и нас загнали вниз. Это, наверное, экстренный. Да, мы под палубой, под основной палубой. Вообще паром какой-то просто огромной вместимости. В лифте, если есть. Видишь, шестиэтажный паром у нас. Со стульчиком. Да. Есть стульчик. Присаживайтесь. И лестница, если лифт застрял. О, какие волны! Давай! Мы попали в шторм! Слушай, вот так качает-то, а? Мы приехали в новый район смотреть новую архитектуру. И как это часто бывает, пошел дождь. Несмотря на то, что светит солнце и идет дождь, какая-то тучка. Поэтому ждем, когда дождик закончится, и пойдем заниматься любимым делом, изучать новые районы, смотреть, что норвежцы делают лучше, чем мы, чтобы можно было перенять положительный опыт. Обратите внимание, какая граница между стройкой и нормальным домом. То есть вот здесь вот все раскурочено, повсюду валяется какой-то мусор и грязюка. А вот здесь уже ровненький газончик. Даже здесь вот он уже начинается. Все уже постелили. Уже вон идеальная чистота. И народ живет, смотрит телевизор, и стройка им даже не мешает. Чтобы забор не смущал соседей, принт с зеленой оградой. Дома разной этажности, от 8 до 13 этажей. Причем, если посмотреть, видите, вот на некоторых домах даже на крыше есть балконы, какие-то террасы. Дома выглядят как 3 дерева. Посмотрите, какая детская площадка в парке Ставангера, как круто используется рельеф. Вот у нас редко используется рельеф, хотя самое очевидное сделать ту же самую горку, как здесь, высокую, интересную, многоуровневую, просто используя рельеф местности. Давай! И вот еще один небольшой райончик, который я хотел посмотреть. Это 5-этажные жилые дома. Такого вот нетипично яркого цвета. Мне сейчас не очень нравится. Как вы знаете, я сторонник более консервативных цветов в оформлении фасадов. Но здесь почему-то решили сделать что-то такое пестренькое. И стоит вот 3 такие дома. А, это офисы. Я думаю, это жилой дом. Это, по-моему, офисы, совмещенные с жильем. Сейчас посмотрим. Да, это дерево. То есть был просто деревянный дом. Там что, Лен? О, а здесь большая велопарковка. В общем, на мой взгляд, они совершенно зря это дерево взяли и покрасили в эти пестрые зелененькие цвета. Лучше бы были вот такие вот. Конечно. Вот смотри, насколько лучше смотрятся классические белые, черные, серые дома. Напишите в комментариях, как вам расцветочка. Мне вот расцветочка не очень. Как тебе, Лен, расцветка? И Лене не очень. Лена молодец. А на другой стороне виден проходческий щит. К сожалению, на видео, может быть, видите, такая вот красненькая штучка, да, и там проходческие щиты, они сложены. Вот именно эти штуки копают, роют знаменитые норвежские туннели. А туннелей здесь огромное количество. Ты просто едешь туннель, и там есть по несколько километров, они под водой, в горах.
конечно, я вот не помню, что вообще в какой-то стране было столько туннелей, и так удобно они были сделаны, большие, маленькие, есть даже подземные развязки под горами. А вот так вот выглядит автобусная остановка. Посмотрите, очень простая в производстве, то есть недорогая, металлический каркас, стекло, и есть все, что нужно. То есть подсветочка с 3 сторон надежно защищена от ветра, по центру висит расписание и карта маршрутов, и вот урна за стеклом, чтобы не воняло, и небольшая лавочка. Такая вот очень простая остановка. И нет ничего лишнего. У нас обычно любят что-то громоздить, мудрить, хитрить. И потом заходишь на нее, то подсветки нету, то непонятно, куда с этой остановки уехать. Здесь все просто, ясно, недорого, ничего лишнего. Вот учитесь у норвежцев, как можно делать недорогие остановки. Особенно актуально для провинции. Ну что, Лен, уезжаем? Да. Заканчивается наше путешествие. Едем в аэропорт. Конечно, 5 дней для Норвегии мало. Хотелось бы здесь недельку покататься, половить погоду. Но нам несколько дней повезло. Было солнышко, несколько не повезло. Вот. Но было здорово. Мы покорили ледник. Увидели кучу красоты. Посмотрели на деревню викингов. На то, как живут норвежцы. Вкусненько поели. Да. Теперь пора возвращаться в Москву в школу. Да.